Привет! Меня зовут Айдар, и я создатель сайта amazingguitar.ru. В этом видео я хочу показать вам, как играть триоли. И самое главное, чем же отличаются триоли от галопа, так как многие новички путают эти два понятия – триоли и галоп. А если даже и не путают, то волей-неволей начинают играть один рисунок за место другого. Так, для начала, в чем же отличие? Триоли. Триоли идут строго по порядку, то есть у них одна длительность нот, и они идут строго друг за другом, без каких-то временных разрывов и прочего. В то время как галоп имеет характерное звучание тыдын, 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 или обратный галоп. То есть тын, тыдын, 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 тыдын. Таким образом звучит галоп. В то время как триоли, у них одно звучание, одна длительность нот, и они идут строго с одним промежутком времени. Это главное отличие. То есть запомните, если ноты идут, точнее, если три ноты в такте, и в галопе, и в триолях три ноты, точнее не в такте, а в доле. То есть за один удар метронома умещается три ноты. Это либо галоп, либо триоли. И теперь каким образом понять? Если звучание идет следующим образом, тыдыдын, 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 это галоп. А если ноты следуют строго друг за другом, по порядку и с одним временным промежутком, то это, скорее всего, триоль. Чтобы вы лучше поняли, что же все-таки такое триоль, я сейчас сыграю вам небольшое упражнение, которое впоследствии дам вам. Сейчас соберитесь и внимательно прослушайте его. Возможно, вы спросите меня, чем же это упражнение так хорошо? Я вам скажу. Оно выделяет начало каждой новой доли. То есть, смотрите, как звучит это упражнение. Заметили? Каждый раз, когда я играю ноту на каком-либо ладу, это означает начало новой доли. То есть, начало нового удара. То есть, когда идет какой-то удар, тын, 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 на каждый вот этот тын метронома я играю либо а открытые струны идут на все то, что между ударами метронома. То есть, посмотрите внимательно на упражнение на экране. Это оно и есть. Если вы посчитаете по 3 ноты, то вы примерно не поймете, что каждый раз, когда я нажимаю на какой-то лад, он означает начало новой доли. Именно поэтому вы можете ориентироваться просто в этой длительности нот. Это поможет вам хорошо понять и закрепить длительность. Просто поиграйте. Таким образом, и со временем у вас начнется вырабатываться понимание. Но дальше идет самая сложная часть, а именно это то, что вы играете по открытой струне без акцентирования доли. То есть тут идет просто первая открытая струна. Это, пожалуй, самый сложный этап для новичков, и да, вам над ним придется попотеть, но как бы то ни было, именно начало этого упражнения, оно идеально поможет понять вам, как же устроена триоль и как ее нужно играть. Главное, когда играете, слушайте внимательно за тем, что вы извлекаете, и следите за тем, чтобы каждый раз, когда вы зажимаете лад, он совпадал с ударом метронома. Еще одна главная особенность при игре триолями. Когда вы играете триоль, у вас постоянно идет чередование штриха. То есть каждую новую долю вы начинаете то с удара вниз, то с удара вверх, то с удара вниз, то с удара вверх. Так будет с любой нечетной длительностью. Так как триоль у нас 3 за одну долю, за один удар метронома, то это значит, что она нечетная. Именно поэтому у вас будет выглядеть типичный триольный ритмический рисунок следующим образом. Вниз, вверх, вниз, начало новой доли, вверх, вниз, вверх и начало новой доли, вниз. И опять все повторяется. Таким образом, не как при игре 16-ми. Когда вы играли 16-е, у вас следующим образом все выглядело. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почему? Потому что это четное количество, и каждый раз вы начинали с удара вниз.
триолей нечетное количество, и поэтому вам нужно постоянно чередовать штрих. Да, к этому придется привыкнуть, и, возможно, первое время это вас будет путать. Но важно научиться играть именно так, чтобы в будущем не сбиваться при игре в быстрых темпах и вообще не теряться в этом ритмическом рисунке. Также рекомендую практиковать триоль как можно раньше, так как этот ритмический рисунок, он хоть и довольно сложный, но он базовый. Пока вы не освоили триоль, вам лучше не браться за другие, более сложные ритмические рисунки, такие как секстоль или септоль. Освойте триоль, разберитесь с ней, научитесь ее играть очень хорошо и позже можете переходить на другие, более сложные ритмические рисунки. На этом все. Если эта информация была полезна, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также можете поделиться всем этим с друзьями. Я уверен, они оценят это, особенно если они также хотят научиться играть в триоли или какой-либо другой ритмический рисунок. Уверен, что этот урок поможет и подскажет им правильное направление. А если вы совсем недавно начали играть на гитаре и еще только планируете как-то развиваться, то тогда подписывайтесь на мою рассылку. Ссылку на нее вы видите в описании к этому видео. Жмите на нее, переходите, там появится страница, внесите туда свое имя и имейл, и вы попадете ко мне в рассылку. Там я буду делиться с вами ценными знаниями и опытом. На этом все. С вами был Айдар. Пока!